Мої вітання. Я Світлана, і ви потрапили в мій сад. Ноябрь, 3 число, и я приглашаю вас на прогулку по своему саду. Сегодня узнаем много интересного. Погода позволяет, тепло, солнечно, хорошая погода. Во-первых, я вам наконец-то расскажу про свой этот микс-бордер, какие растения посажены. Потом мы подойдем к можжевельникам, которые я формирую в стиле неваки или даже бонсай. Разницу знаем. Это соцветие гортензии нашла. Покажу, какой красивый дерен кауза уже облетают листики, но еще можно кое-что увидеть. Потом, знаете, что вот спрашивали штамп тройной у моей гортензии Фрейс Мельба, тройной из 3 веток. Покажу вам, как он себя чувствует сейчас. Покажу мой пузырь-плодник, который формирую зонтом, таким же, как растет возле крыльца. Спрашивают часто, как же вы продолжаете формировку. Еще увидим магнолию, сколько у нее уже заложено бутонов на будущие цветы. Много-много, как она разрослась и как перенесли первые заморозки молодые деревья магнолий. Там не все так хорошо. Ну, идемте, пройдемся. Прогулка должна быть очень интересной. Начнем сегодняшнюю прогулку, как я вам и пообещала, вот с этого микс-бордера. Я его уже замульчировала сосновым опадом. И какие же растения я тут высадила. Ну, на заднем плане у нас уже росли большие можжевельники Спартан. За них вы спрашивали. Не колючий, зеленый, красивущий, в форме капли. Но это я, когда буду хвойные свои рассказывать, я еще подробнее про сорта расскажу. Тут у меня росли мои черенки гортензии. Вот так они себя чувствуют. Я их на зиму укрывать не буду, опадут листики и все. Что же сюда я определила? Это самшит. Представляете, я вспомнила, что у меня под дереном кауза в приствольном кругу я 2,5 года назад высадила 4 самшита своих. И когда листва стала опадать, я их увидела. И думаю, как раз мне в этот микс-бордер нужны шарики. И вот тут мне надо, чтобы перекличка шариков была. Вот они и высажены. Самшитики мои. А это туя Мириам. Хорошо, что я не знала, что самшиты такие проблемные. Я их немножко, несколько дней назад подровняла, а большие веточки вот тут даже укоренила. Ну, не знаю, просто воткнула, вырастут так вырастут. Между ними посажены лилии. Повтыкала палочки, чтобы было весной, в начале лета видно, где они поднимаются. Так вот, что же про самшиты? Я не знала, что они проблемные, и их огневка очень любит кушать, и надо очень следить и обрабатывать. Росли себе и росли у меня там под дереном кауза. Я их, честно говоря, не удобряла, ничем не обрабатывала. Кстати, я даже дерен кауза почти не обрабатывала. Вот это да, забыла, что его тоже, наверное, надо. И, в общем, никаких проблем. Вот не знаешь, что может быть. И вот они растут. Ну, теперь-то я, конечно, буду следить и обработки. Оказывается, самшиты – это такие немножко привередливые кустики. Я не знаю, у кого-то есть. Нет, напишите, только от огневки обрабатывать надо или их
всякими разными. Ну, не знаю, вот 2,5 года росли, выросли, представляете, какие дела. Так, шарики перекликаются, значит, шаровидная туя, большая, маленькая. На заднем плане еще 2 темно-зеленых. Даника, по-моему, и Тини Тим. Там шаровидные туи. Вот такая эта часть. И лилии между ними. На заднем плане еще один мой черенок гортензии, вот где палочка. Между ними лилии. Тут посажен флокс шиловидный. Сейчас, может быть, летнее видео найду, как он цвел. Это такая не широкая часть, более широкая гортензия. Вот еще одна нашла, которую не обрезала. Представьте, надо снять соцветия эти, обрезать обязательно. Это Sunday Phrase. Я показывала, как ее, как только высадила. Дальше мой микс бордер переходит сюда, к елочке Хупси. Вот такая она красотка. Была с розовыми шишками. Вот с такими розовыми весной. А это моя новая покупка. Ель канадская. Я узнала для себя, что канадские ели бывают подушковидные. Вот она, подушковидная елочка. И летом будут кремовые приросты молодые. Как сливочного масла цвет. Наподобие чем-то, как у ели белобока. Или белобок. Опять туя у нас перекличку поддерживает. Вообще я вам рассказывала, что я по одному растению сажаю, не сажаю. У меня еще таких шаровидных туй, еще 5 штук аллейкой растут. Ну а в этом микс-бордере 2 надо было посадить обязательно, если вы планируете какую-то новую клумбу, микс-бордер. Ну, тут смешанные, видите? Не обязательно одни хвойные или одни растения лиственные. Микс-бордеры должны играть между собой перекличка. Если хвойный микс-бордер, там должно быть процентов хотя бы 20 лиственных. И наоборот, если гортензии, то процентов 20 посадите хвойных растений. Так, тут у нас посажена, уже забыла, какая гортензия, еще одна. И Тедди Бир второй. Помните, я вам рассказывала, что я его от роз пересадила. Вот такой он не очень там разросся, сильно ему была тень. Второй его братишка, скажем так, намного пышнее. Тут у нас тис фастигиата робуста нарастает. Вот такой он красавчик сейчас. Маленькая туя восточная пирамидалис ауреа. Кстати, за нее спрашивали, буреют у нее или не буреют. Буреют. Это туя, которая зимой будет такого золотистого. Ну вот холода только были, морозы минус, и сразу начинает у нее хвоя буреть. Но это я не переживаю по этому поводу, потому что я знаю, что она будет такая же красивая, как и те 3 более старшие туи. Где палочки, там у меня лилии. Так, на задний план перейдем чуть позже. Тут еще маленький кустик. Это Skyfall, который я пересадила возле лавочки. Помните, я вам показывала, как гортензию без черенкования, без отводок укоренить. Вот этот кустик один посадила сюда. Skyfall. Будет небольшая, шариком. Нидиформис мой. Елочка Нидиформис. И тут у нас с бордовыми листьями. Это декоративная слива писарди. Сейчас буду ее подвязывать. Трубу, представляете, труба вот шатается далеко, а бьет по дереву. И без трубы нельзя, потому что поломается. Сейчас буду обматывать чем-то мягким поролоном и трубу, и дерево.
и опять перевязывать. Прям проблемы такими тоненькими высокими деревьями постоянно. Так, ну а мы переходим вот сюда. Сейчас покажу вам, что это за растение. Что же это за растение? Это можжевельник Blue Alps. Сизо-голубая хвоя, очень колючая. Вот такая у нее форма кроны. И для чего же я его сюда высадила? Высадила намеренно 2 штуки. Нарастают они у меня уже 2 года. Я ветви отклоняю вот эти стороны, низ оголяю, они у меня нарастают. 2 года нарастают. Так, вот тут отвяжу сейчас эти веревки для формировки неваки или бонсай. В общем, будут примерно вот такие, как на картинке. Я сейчас вам из интернета прикрепила. Для этого надо развести ветви, низ постепенно оголять, а когда нижние достигнут нужной высоты, уже формировать шапочки. На это уходит в питомнике обычно лет 5-7. У меня 2,5 года, посмотрим. Вначале я хотела Мэри купить, можжевельник. Кустовая форма, очень на него похож. Но мне посоветовали Blue Alps питомники, потому что они растут быстрее. Ну, посмотрим с вами, что у меня получится. Так, а сейчас идемте к дерину Кауза. Так, я тут осторожненько. Хупси, какая голубая. Я вам покажу, когда буду хвойные рассказывать. У меня появился скальный можжевельник, такой голубой, голубее хупси. Представляете, есть такой сорт. Я почему-то думала, что только Skyrocket и Blue Arrow можжевельники скальные, голубые. А оказалось, есть еще один красавчик. Ну, я малюсенький, конечно, деточку такую купила. Но она такая уже голубая. Покажу обязательно. Так, вот как выглядит мой дерен Кауза. Вот это уже будущие цветы. Цветение я вам так не показала. Исправлю, сделаю небольшое видео. Цветение дерена Кауза. Листва уже почти вся опала. У него, когда холодно, темно-темно-бордовые такие. Но в этом году затяжная теплая осень, поэтому листья лодочки, смотрите, как изогнуты. Листья лодочки не такие бордовые. В прошлом году я видео вам показывала, он прямо с чернотой бордовый был. В этом более лайтовый цвет у него такой. Бордового даже сильно и нету. Вот так он выглядит сейчас. Разросся. Я так думаю, надо там понормировать ветви, пообрезать. Как там что выглядит. Погода сегодня такая прям чудесная-расчудесная. Так, ну и вот мы подошли. Барбарисы. Цвета нереального. Да? Наташа Барбарис и Кинг Ринг, по-моему. Голден Ринг. Вот моя гортензия. Опала листва. И как раз можно посмотреть, как она выглядит. Тут она замульчирована у меня. Вот эти основные 3 ствола. Вот и вот. Можете сравнить мой палец и ствол. Он в обхвате уже больше 2, наверное, сантиметров. Связаны эти 3 ствола. Поребрик, или как-то он
ребрик, поребрик. Такая прорезиненная, специальная для обвязки растений. Вот тут они переплетены. Вот такая у них высота. Выглядит опора. Как опору на зиму я буду оставлять. Весной мы на 2-3 почки обрежем ветви, какие нужные, какие не нужные. По высоте стоит крепко, чувствует себя хорошо. А вот как раз второй куст. Второй куст вот такой пышненький. Вот так выглядит. Такой штамбовой формы я очень довольна. Вот эти ветви перекрещиваются. Эту надо вырезать. Но это все весной будем делать. Ох, и краски играют. Если вы формировали гортензию вместе со мной, можете вот посмотреть результат. Все перекрещивающиеся ветки надо будет вырезать. Вот еще одна мешает. Покажу еще вам барбарисы. И пойдем к магнолии. Нет, вначале я покажу вам пузыреплодник, как формируется. Все растения стараюсь мульчировать хвойным опадом, не травой. Трава намокает, загнивает, а хвойный опад, он как просто крошится, когда перегнивает за зиму. И весной это будет просто присыпанное мелкой-мелкой такой, как стружкой хвойной. Так вот мой пузыреплодник. Сейчас его высота уже почти мне по грудь, немножко ниже. Это где-то 1,20 м, 1,30 м. Смотрите, у меня была одна веточка изначально. Там даже где-то видно. Потом идет поросль из земли, боковые веточки. Боковую вот эту всю убираем. Вот эти вот листики, вот это все. И переплетаем. Вот так между собой переплетаются ветки. Не обязательно косичками. Кое-где, если сильно они у вас разваливаются, да, можно бечевкой или кембриком связать. Кембрик, вот, называется поребрик, кембрик. И поднимаем высоту. То есть мы его вот так вот тут не стрижем. Мы переплетаем ветви, пока он не наберет, наш будущий ствол, вот этот, не наберет нужную вам высоту. Потом переплетать перестаем, вот допустим с этого, с метра. И дальше уже пойдет зонт наш, он тоже пойдет расти вверх, но будет зонт. Я еще выше, чтобы тут мне можно было проходить, чтобы он по голове, скажем так, не зацепал. Вот тут у меня елочки нарастают, кейбаб, чтобы не мешал на проходе этот пузыреплодник, и он по цвету будет перекликаться с голубыми моими растениями. Все, а теперь можно опору, кстати, ему поставить, если совсем тоненькие веточки. У меня еще один, который зеленый. Помните, я вам говорила, поросль, и пошла зеленая. Это никакая не болезнь, никакая не проблема, это просто мутация. Материнский куст, обычный зеленый салатовый пузыреплодник. Как спорты про розы я вам рассказывала, тоже спорт, генетическая мутация, зеленый лист салатовый. Я вам сейчас его покажу, когда к магнолии будем идти. Так, тут Вадим Петрович у нас дробит ветви. Вот он. И он у меня, кстати, подвязан к палке обычной, потому что сильно много веток. Вот так его выровнять.
надо. Мне кажется, сильно я его тут плотно связала. Ну вот он, салатовый такой. По возрасту он на год младше того. Место, наверное, не тут у него будет. Я посмотрю. Тоже будет зонт высокий. Роуз Глоу Барбарис. Вот такой красивенький он сейчас. Розовый с белым. Видите? Так, ну, идемте к магнолиям. Так, зашла сюда. Как бы нам выйти? Про магнолии. А смотрите, у меня еще Алисум. Ха. Возле пихты корейской Алисум. Так, вот это молодые магнолии. Смотрите, были первые заморозки, листья уже, конечно, облетели. И вот этот побег зеленый наверху, а наверху аж черный, он не вызрел. Тут идет коричневый, а выше идет зеленый. Его надо будет перед зимой вот так вот обрезать, потому что вот этот зеленый, он все равно не перенесет зиму. Вот эти побеги, все с ними будет нормально. Что я буду делать? Я возьму агроволокно и просто как куколку вот так обмотаю и обвяжу бечевкой. Первый, второй, может быть и третий год. Магнолии у нас все-таки не юг, 5-я климатическая зона, а магнолия 6-я или даже 7-я. Поэтому я буду оборачивать. У меня есть магнолия Цуланжа Альба Суперба. Ту я в этом году не знаю. Может быть, последний раз укрою и все. Так, вот вторая моя магнолия. Связала, потому что когда были листья, развяжу сейчас, ее чуть не поломала. У нее как-то сильно уж листья наросли. А вон наша дробилка на заднем плане, там дробим. Немножко осталось. И тоже, видите, ветви зеленые. Их, к сожалению, придется обрезать и довольно коротко, потому что они не перенесут зимовку. Надо было, я их посадила в июле, и удобрение на 2 месяца комплексное подсыпала. И она почему-то, именно эта магнолия, у меня в рост пошла аж в конце августа. Пока надо было не сыпать, наверное. Так, ну а вот магнолия облетают листики. Альба Суперба. Смотрите, какие мохнатые почечки. Вот это все будущие цветы. Вот такие. Вот эти вот маленькие почки. Вот эти. Это тут листва будет. А вот из этого уже пойдут цветы. Соцветий много, и они небольшие, я вам скажу. В прошлом году у меня штук 20 было побольше таких почечек. И цветы были большие. Цветение покажу вам. Отдельное видео. Сейчас вот маленький кусочек, как она цвела. Вот такая магнолия. Вот это деревце буду попробую обмотать один раз, уже не сильно. Вообще магнолия обрезку не любит. О, это я не знаю, буду вот эти зеленые обрезать или нет. Или посмотрю, как она перезимует весной уже по итогу, как с гортензиями. Деревце, смотрите, форму какую приняло. Разрослось. Изначально один ствол у нее, как деревце идет и разветвляется, как маленький штамп или на куст. У куста несколько веток из земли. Тут форма такая у нее. Высота должна быть 4-5 метров.
Вот тут наши рододендроны. Все на почках прямо. Готовы порадовать. А вот еще один алисум. Готовы порадовать пышным цветением нас весной. Помните, я вам говорила, укоренила рододендрон. Вот первый кустик, и в другом месте посажен второй. Сделаю маленькое видео, как получилось у меня. Вишенка плакучая. У нее очень красивые ветви. Самые, даже когда и без листьев. Смотрите. Ну все, на этой ноте такой позитивной его буду обрезать. Заканчиваю видео. Видео обход сада. И побежала дела делать, пока еще погода позволяет. Сейчас расскажу вам про дробилку, про нашу спрашивали. Ну, надеюсь, сегодня каждый что-то взял для себя полезное или интересное. А у кого нету сада, просто прогулялись, посмотрели, как сейчас красиво растения переливаются разными красками. Осень радует нас последними теплыми денечками. Ну а мы готовимся к зиме. Вы представляете, мы до сих пор режем ветки, дробим их. Вот еще хочу сказать для тех, кто спрашивал про дробилку. Скажите свои впечатления. Отдельное видео снимать не буду. Единственное скажу, что немножко мы не угадали. Не угадали с чем? С чем угадали вначале скажу. Для того, чтобы мелкие зеленые ветки рубить, покупайте дробилку с ножами. Ножи можно затачивать или даже менять. Если у вас не декоративные растения в саду, а больше плодовых или кустарников каких-то, покупайте с фрезой. Крутится и более крупные ветки перемалывает. Это такой совет. Мы перегуглили множество источников и пришли к выводу, что мы-то поступили правильно. А что мы сделали не так? На что не обратили внимания? Само отверстие, куда подаются ветви, надо выбирать большое, круглое. У нас оно прямоугольное с двумя такими небольшими пазами, куда мы вставляем ветки. И для того, чтобы ветки туда прошли, мне приходится обрезать боковые в стороны растущие. Представьте, какая-то работа. Кучу веток пообрезать, чтобы Вадим Петрович проталкивал только более-менее ровненькие веточки. Вот такие наши впечатления. Ну, на ошибках учатся. Следующая наша дробилка. Это будем использовать, но когда достроим дом, надеюсь, уже очень скоро, мы все-таки приобретем более мощную, более дорогую модель. Пока мы, конечно, додробим эти, но сейчас она уже, знаете, как закусывает ветки. Стерлись там и ножи уже 5 или 7 раз затачивали или что. И получается не совсем мульча меленькая, а уже попадаются такие, как полосочки. Он закусывает их и прокручивает. Ну, огромную эту кучу мы уже доделываем. И я замульчировала этими опилками всю почти территорию впереди забора. А это ни много ни мало 25 метров. Представьте, сколько у нас веток. Ну все. Всего вам хорошего. Думаю, мои советы помогли, а сад улучшил вам настроение, если у вас дождик или снег. До встречи!